Как корейцы изучают английский язык. Сегодня блог будет про изучение английского языка. Я с вами поделюсь очень ценной информацией. Возможно, вы слышали, что в Корее мало говорят на английском языке и что корейцы вообще не знают английский язык. Но хочу рассказать про свой опыт. Мне чаще всего встречались корейцы, которые спокойно разговаривают на английском, и у них просто обалденное произношение. Когда я 3 года назад в первый раз приехала в Корею, я пришла в кофешоп, и я тогда не знала, куда идти, потому что кофешоп был в 3 этажа, и мне нужно было найти туалет. И я тогда спросила у одной бабушки, кореянки, я спросила, где туалет находится, но я спросила на корейском. Так как ты иностранец, то люди чаще здесь думают, что тебе удобнее английский. И она мне ответила, знаете, на совершенно свободном таком английском. Сказала, куда идти. Мне просто очень удивилась. Даже здесь люди в возрасте, они изучают английский язык, тратят на это время свое. И если говорить про изучение английского, чаще всего у корейцев есть какие-то школы, у которых составлена программа, и люди просто идут по ней, занимаются каждый день, и все. Получают достойный результат. И вот сегодня я бы вам хотела рассказать про одну из таких школ. На корейском это Siwon School, либо на русском языке это будет Siwon. Звучит, в принципе, одинаково. И давайте я начну с самого такого интересного. Сверху вот такая папочка. Вот она так пришла. И что здесь написано? Давайте я вам скажу. 하루 2잔, 오늘새 700. То есть в день по 2 страницы, и в какой-то момент уже знаете 700. Итак, посмотрите на эти книжки. Здесь 26 книг. Значит, здесь 2 книжки, где объясняют базовую грамматику, базу, то есть самая такая база. Дальше 20 книг именно на аудирование и чтение. То есть сам экзамен состоит из аудирования и чтения, 2 части есть. И дальше 4 книги это с тестами. В общем, эта школа, она составила целую программу, по которой, занимаясь, вы получите желаемый результат. И смотрите, здесь начинается, с самого простого. Вот кичо написано, это база. А видите, они как бы не такие уж и маленькие. И я вам, наверное, отдельно вкладочку сделаю, поснимаю их. Открываете. Здесь идут объяснения, потом QR-код, где вы... И по QR-коду вы можете слушать аудио. Знаете, все разделено. Просто вы занимаетесь, садитесь, там полчаса в день. Идете по этой книжке, и все. И тут таких книг 26. Дальше они, конечно, уже такие толстенькие. Вот это, например, для того, чтобы решать тесты. Тут они уже такие потолще. Тут написано, 24-я неделя и описание. Так что вот у этой школы Siwon, она составила прям такую целую программу. То есть вы берете книжку, занимаетесь по ней, и все. И какой еще может быть плюс? Например, вы только начинаете изучать английский язык, но вы не знаете основ. И вот благодаря этой системе вы сможете спокойно подготовиться к экзамену и все сдать, потому что там самые основы тоже, они все объясняются, так что насчет этого не стоит переживать. Вы сможете спокойно получить балл, который вам нужен. Что тут еще есть? В добавок идет вот такой набор. Так, мы его открываем и... Та-да! Вы знаете, набор для того, чтобы дать вам мотивацию заниматься, а то вы сразу увидите эти 26 книг, испугаетесь, и все, не будете ничего делать. Такой мешочек. Дальше. Мы сделали специальный календарь, потому что, чтобы вы видели свои успехи, свои результаты. Вот он разделено на 24 недели. И вот первая неделя, 5 дней в неделю будете заниматься, и все. С первой и так далее. Вот. Дальше, конечно же, идут стикеры, чтобы вы отмечали это все, позанимался. Здесь еще есть другие тоже такие добавочные стикеры
с кошечкой, чтобы вы тоже, если вы любите украшать и все, клеить все эти стикеры. Дальше, вы думали, это все? Нет. Потом тут есть вот такие скрепочки. Не очень удобные, миленькие скрепочки. Можно, потому что, ну, тут сколько книг, да? По какой вы занимаетесь, хоп, там поставить закладочку. Дальше, что у нас здесь? Здесь у нас стикеры. Смотрите, какие они классные. Разных цветов и размеров, что очень удобно. И знаете, тут что классно, что есть и в линеечку, не просто как белый кусок бумаги, да, а чтобы вы могли, когда занимаетесь, надписи какие-то делать, да, и вот так прописать. Здесь в клеточку тоже. Ой, классно. Они же такие упругие. Вот, стикеры. Вы знаете, что корейцы, они любят планировать. Даже когда они к Сунэну ЕГЭ, да, готовятся, они используют, там все это прописывают, сколько они позанимались. Вот здесь вы ставите дату, потом какой день вы занимаетесь, что вам нужно сделать, to-do лист, и дальше тоже я вам близко это все покажу. Вот, например, с 6 утра. И дальше разделено все это по 10 минут. То есть каждая клеточка это 10 минут. Вы цветом прокрашиваете, что вам нужно сделать, да, по плану. Например, вот вы с 7 утра будете заниматься, да, чук-чук-чук-чук-чук, и закрашиваете, сколько что вы сделали. Например, вы пишете, да, чтение. Чтение у вас там, например, зеленый цвет. И вы вот здесь вот так прокрашиваете, что там 30 минут вы позанимались. Здесь подписываете, что чтение. Дальше там аудирование вы делаете. Аудирование, например, у вас красный. И вы позанимались час. Например, в 12 дня, да, в обед. Шук, все прокрашиваете, ставите. У вас таким образом будет прям целый планер. Очень удобно, потому что когда на бумаге это вы все делаете, то у вас как-то лучше запоминается, что вам нужно что-то сделать, да, если вы любите писать. Смотрите, еще одна супер книжка. Это именно лексика. Здесь 1000 слов. Тоже разделено по дням. Например, вот день 3, да? Здесь вот так каждое слово, оно прописывается. Потом какой уровень сложности. Легкое, нелегкое. Примеры какие-то, да, фразовые слова и перевод. Она достаточно такая толстенькая. Прям хочется уже все сесть и изучать, да? Вот такой сет, я думаю, он вам очень поможет позаниматься и не бросить это все на полпути. Ну и по моим личным ощущениям, когда ты занимаешься по этой программе, то чувствуешь, что у них все взаимосвязано и что все есть как четкий план, что надо делать, ты просто садишься и учишь, и все. От тебя больше ничего не требуется, не надо ничего дополнительно искать, там какие-то видео, что-то еще, объяснения. Ну и также благодаря вот этому сету, когда ты отмечаешь, что тебе нужно сделать, это все равно дает тебе мотивацию продолжать заниматься. Ну и вот эти книжки, да, те же вот эти 26 штук, благодарим. Ты думаешь, что, ох, надо вот это быстренько пройти, надо вот это быстренько пройти, еще и чуть-чуть, и скоро я уже спокойно все сдам. Но я вам не сказала еще самое главное, у них еще доступны лекции. У них же все это разделено на недели. Ну, например, да, 6-я неделя. И вот по этой 6-й неделе у них доступны лекции. То есть там преподаватель объясняет все, он вместе с вами открывает страницу, проходится по ней, объясняет слова. И знаете, у них произношение вообще просто волшебное. Когда ты слушаешь, ну, вообще не отличить от носителя. Вот вместе все это проходите, она объясняет, что нужно сделать, какие-то моменты. Знаете, что классно, что она объясняет именно как для корейцев же, да, и вот когда такой корейский акцент есть, например, да, как люди читают там, конглиш, да, это называется, то есть там у них тоже есть такая вкладка, как не читать как конглиш, поэтому вдруг, если у вас есть мужья, например, либо парни, либо друзья корейцы, вы можете тоже им посоветовать вот такой сет, только же для
иностранцев, если вы живете в Корее, но и для самих корейцев, конечно же. Сейчас доступна акция. Ссылку я на приобретение оставлю в описании, но до 31 января у них еще есть скидка. Так что я вот здесь, наверное, оставлю, и в описании тоже оставлю. Если вы введете вот это кодовое слово, то вам будет доступна скидка на приобретение. Что да, я думаю, что этот сет прям очень хороший, чтобы сесть и спокойно заниматься, даже после работы, если вы приходите, вам надо там 30 минут в день, ну все, достаточно. Этот сет удобен, что вам не нужно ничего дополнительно искать, у вас есть преподаватель, который вместе с вами идет по учебнику, у вас есть слова, которые надо выучить, у вас есть как по неделям все распределено, календарь, все у вас есть, остается только заниматься. Больше ничего не нужно. Итак, ребята, давайте я вам покажу на примере вот 6-й недели книжку. Видите, она вот такая красненькая. Все они, в принципе, одинаковые. То есть вот здесь идет содержание на каждый день, что нужно сделать, какая страница, и вы отмечаете, позанимались в ней или нет. Но я думаю, когда вы будете вот так хоп ставить, что вы сделали галочку, то будет просто классное ощущение. Дальше вот здесь лексика объясняется. Пример, не просто слово, да, с примером. На аудирование тоже есть практика на каждый день. Дальше у них еще есть ответы. То есть почему, не только ответы, да, чонгдап, не только, но еще и объяснение, 해설, то есть объясняется, почему именно, например, первый ответ, а не третий. В общем, вот такие книжки. То есть дается лексика, дается тест и спокойно занимаетесь. Потом здесь 24-я неделя. Видите, уже гораздо толще идут книжка. Сама грамматика тоже не базовая уже объясняется. Уже когда вы полностью готовы, да, можно сказать. Тоже вот тесты идут, вопросы, и спокойно так занимайтесь. Ну и давайте я вам покажу вблизи вот этот кит, набор. Скрепочка такая идет. Сюда вот так хоп, крепите на мягкое с котиком. Вот такой календарик. Пожалуйста, до 24-й недели. Все, потом, как сделаете, останется вам. Будете знать, какой вы молодец. Эти стикеры. Я так поняла, белый, например, не позанимался, красный позанимался. Можете так использовать. Дальше планер вблизи, да, про который я вам рассказывала. То есть каждая клеточка вот эта, каждая одна клеточка — это 10 минут. И когда вы цветом тут все раскрасите, у вас целый день будет виден, как, на что вы больше уделили внимания. Когда корейцы выкладывают, у них там вообще, там только поспать, поесть, остальное время они все учились, и у них все это закрашено учебой. Все так себе здесь прописывайте, что хотите сделать, дата, какой день учебы. Ну, тут, наверное, можете общее время написать. Кира тоже вблизи пока. Ну, такие они вообще классные. Вот этот мне особо понравился. Они очень плотные, что тоже хорошо. И книжка. Она, правда, очень большая. Можете в метро ехать спокойно и заниматься по ней. Тоже какие-то дополнительные существительные, например, дают, да, либо глаголы от этого слова. Но дополнительно можете, конечно, поэтому учить корейский. Тут по неделям, тоже по цветам все разделено. Вот такая очень компактная. И, ребята, спасибо за просмотр. Надеюсь, я вас замотивировала не только изучать корейский язык, но и английский язык, потому что место, где я сейчас работаю, там мне нужен не только корейский язык на свободном уровне, но и английский. Так что, если вы собираетесь приехать в Корею и работать, вам, конечно, нужен корейский, это обязательно, и английский. По корейскому у меня есть другое видео,
А по английскому, пожалуйста, то есть обязательно нужно заниматься, нужно свободно разговаривать, и чтобы у вас было хорошее произношение, так как если вы говорите, знаете, ну, например, с британским акцентом, либо с американским, потому что, ну, не у всех корейцев получается так свободно выговаривать и разговаривать именно с чисто там американским, британским акцентом. Если вы иностранец, и вы хорошо говорите на английском, то, конечно, достойное место работы вас найдет. Поэтому обязательно занимайтесь, учите слова, дайте тесты. То есть все в ваших руках. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!